Импринт – это очень важное, связанное с выживанием событие, которое запечатлевается, которое записывается в нашей психике в виде программ, записей, отпечатков. По факту это инструкция по эксплуатации, это инструкция по выживанию. Каким мне быть и что конкретно мне делать, как мне реагировать на какие-то события для того, чтобы выжить. И, естественно, большинство импринтов мы получаем в детстве со своими родителями. Потому что психика слабая пока еще, мы находимся в зависимом положении и в психологическом слиянии. Импринтный опыт не обязательно должен быть связан с травмой. Он должен быть связан с выживанием. Допустим, когда малыш только появляется на свет, если все прошло хорошо и его сразу кладут маме на грудь, он чувствует мамино тепло, мамино дыхание, спокойное дыхание. Возможно, чувствует запах молока. Он делает вывод, что я в безопасности, мама рядом, еда рядом, со мной все будет хорошо. И такой человек с большей вероятностью вырастает уверенным в себе, опорным, счастливым человеком, сильным человеком. Если же, допустим, что-то пошло не так, или, возможно, сразу после рождения ребенка положили на холодные весы, а может быть потом унесли даже от мамы, не положив на грудь, и там, допустим, ребенок какое-то длительное время плакал, и никто не подходил. И через какое-то время он даже перестает плакать, потому что ничего не помогает. Он может сделать вывод, что я один, мне никто не может помочь, ресурсов нет, тепла нет, я могу умереть. И такой человек более склонен к базовой тревоге или к базальной тревоге. Или вообще, когда вырастает, он становится склонным к тревожности. И люди для него могут стать источником тревоги и опасности. Он может относиться к ним с большим недоверием и с недоверием относиться к ресурсам, в том числе к деньгам. Так может сформироваться как позитивные, так и негативные импринты по поводу одного и того же. Другой пример. Допустим, у мамы на руках плачет малыш. И это происходит, допустим, при других людях. И другие люди маму стыдят или смотрят как-то с укором. И после очередного завывания, очередного плача, мама реагирует стыдом. И малыш чувствует, он очень хорошо чувствует как психику, так и состояние мамы, так и то, каким образом, как именно она прижимает к себе малыша. После определенного всхлипывания, крика, она впадает в свой стыд и зажимается. Такое отвержение, такая реакция мамы для ребенка смерти подобна. Это уже околосмертный опыт. И может сформироваться импринт. Я очень яркий, я очень громкий, я мешающий маме. Могу умереть. Не надо быть очень мешающим. Быть помехой близким нельзя, смерти подобно. Я могу схватить импринт, быть удобным. В той же самой ситуации, допустим, если все происходило наоборот, если в зависимости от того, насколько громко кричал малыш, ему уделяли внимание, он привлекал к себе внимание и получил больше любви, больше тепла, больше еды. У него сформировался другой импринт. Наоборот, нужно быть ярким, нужно быть всегда видимым. И именно это является залогом выживания. В одной и той же ситуации при разном стечении обстоятельств формируются негативные или позитивные импринты. И все это формирует характер человека, темперамент человека, то, как он реагирует в определенных обстоятельствах. Его психотип, архетип и его структуру личности. В этом плане очень показательны исследования Конрада Лоренца с утятами. Утенок импринтирует образ мамы, как первое, что он видит, когда открывает глаза. Просто должен быть какой-то силуэт, который перемещается, двигается, который они могут запечатлеть, импринтировать в свою психику. И этот импринт остается с ними навсегда. И Конрад Лоренц импринтировал себя как маму. То есть первое, что они видели, когда вылуплялись, это, собственно, Конрада Лоренца. И потом они всю жизнь воспринимали его как мамочку и ходили за ним гуськом. Или, допустим, один из утят импринтировал в качестве мамы просто шарик. То есть, когда он открыл глазки, перед ним маячил шарик.
Все. Теперь он обращал внимание и воспринимал только какие-то вещи, которые были сферической круглой формы. Если, допустим, у маленькой девочки папа был грубым, он делал ей больно, обижал ее, унижал, оскорблял, бросал. Такая девочка, когда вырастает, она начинает искать себе именно такого же партнера, потому что у нее был импринт, что близкий должен отвергать и делать больно. Именно так я выжила. Если я в таких отношениях выжила, значит именно такой человек должен быть у меня в отношениях рядом со мной. И если вдруг у меня в отношениях рядом со мной другой человек, который меня любит, ухаживает за мной, мне он становится неинтересен, у меня возникает тревога, он не такой, как в моем импринте. Дебет с кредитом не сходится. И я либо начинаю его доставать, чтобы он делал мне больно, отвергал меня, и тогда я расслабляюсь. О, да, теперь это похоже на папу. Либо я нахожу себе такого засранца, который будет меня бросать, делать мне больно, и тогда опять все похоже, да, как папа, все. Я имею опыт, где я выжила, я этот опыт повторила, все, нормально, можно жить, выживаем. Или, например, если девочка выросла в состоянии, в атмосфере грубого отношения со стороны матери, когда она вырастает, она в принципе начинает грубо относиться к себе, и когда у нее появляются собственные дети, она грубо начинает относиться к собственным детям. Потому что это импринт про то, как именно нужно относиться к своим детям, чтобы выжить. Почему? Вопрос второй. По факту я выжила, значит это рабочая программа. Усугубляется это все тем, что в качестве партнера в отношениях мы находим в себе такого человека, с которым мы можем отыгрывать наши импринты, и другой человек отыгрывает свои. Мы зацепляемся нашими импринтами и создаем крепкие, зависимые, токсичные отношения. И передаем все это еще и по наследству. Таким образом, то, что когда-то помогло мне выжить, во взрослой жизни меня травит или наоборот убивает меня. Неадекватные, негативные импринты проявляются в нашей жизни как какое-то зафиксированное поведение, как симптом. Но выражается в виде странных поступков, странных тяжелых состояний, наших эмоциональных реакций, наших мыслей или психовирусов. И я могу здесь понимать даже, что происходит. Но так как импринт связан с нашим выживанием, это максимально глубокие программы, то даже если я понимаю, что происходит, это все равно сильнее меня. Это все равно мной управляет. Что бы я по этому поводу ни думал, это будет все равно воспроизводиться раз за разом. Так научилась моя психика выживать. Именно это когда-то привело к тому, что я сейчас живой, поэтому я буду воспроизводить эту рабочую программу. И для того, чтобы избавиться от таких программ, таких импринтов, нужно переучить нашу психику, провести реимпринтинг, перезапись. И для этого воспользуемся всем нашим арсеналом, который мы прошли в предыдущих видео, в предыдущих техниках. Допустим, если в технике изменения личностной истории мы возвращались в наше прошлое, в какое-то травмирующее событие, для того, чтобы изменить наше поведение и наполнить нас ресурсами. Сейчас мы должны изменить весь спектакль. Мы должны наполнить ресурсами всех участников событий, изменить все роли, переписать весь сценарий. И сделать это во всех точках, где моя психика научилась, что именно таким образом нужно поступать, чтобы выжить. Для этой техники нам понадобятся все инструменты, которые мы проходили до этого. И техника работы с эмоциями, в том числе с токсичными, работа с линией времени, работа с проекциями других людей, работа с внутренним ребенком и изменение личностной истории.